7 часов честно отоспал. Распорядок строго соблюден, лег вовремя, кофеина, ни капли. До полуночи глаза уже закрыты. Но утро превращается в испытание. Тело ватное, в голове туман. Спасение только в двойном эспрессо. Знакомый сценарий? А теперь сюрприз. Где-то в Японии человек спит те же самые 7 часов и поднимается без будильника. Бодрый, собранный и полный сил. Сегодня отправляемся изучать японские секреты сна. Они как-то умудряются за 6-7 часов зарядиться так, будто спали целую вечность. А мы, несмотря на свои законные 8, под утро просыпаемся в стиле «Доброе утро, новый день, где мой кофе и зачем я снова жив?». Но не пугайтесь, в Токио лететь не потребуется, и матрас за бешеные деньги — не обязательный пункт. Я уже покопался в науке. Так что список готов. Вот 7 японских привычек сна, которые реально работают. Все по науке, без эзотерики. И да, проверить это можно уже сегодня ночью. Первое. Холодильник вместо спальни. Зачем спать при 13 градусах? Пока мы устроили себе спа-санаторий прямо в спальне с температурой в 22-23 градуса и с теплым пледом, чтобы было уютно, японцы, не моргнув, засыпают при 13 градусах. И нет, они не пингвины. Оказывается, для того, чтобы мозг вошел в режим глубокого ремонта, температура тела должна упасть на пару градусов. В теплой спальне тело мучается, ворочается и шлет сигналы. Ну и где обещанный сон? Между прочим, исследования показывают, идеальная температура для сна — 16-18 градусов. Чуть прохладнее в комнате, и организм сам переключается в сонный Wi-Fi, без зависаний. Так что хотите спать как японцы? Не грейте спальню до состояния сауны. Подумаешь, носки потеплее наденете. Зато мозг утром скажет «спасибо». Второе. Горячая ванна — хитрый обман для мозга. Секрет японцев звучит странно. Перед сном они садятся в ванну под 40 градусов. Логично было бы подумать. Ну все, теперь спать в поту. Но нет, этот фокус работает наоборот. Нагревшись в ванной, тело начинает резко остывать, и мозг получает сигнал «пора в режим сна». Получается такой обман кузнечика. На градусник смотришь. Стало теплее, а ощущение такое, будто тело само нажало на кнопку «выключить свет». Профи советуют. Ванна за час-два до сна, и сон будет приходить легко, как скидки на Черную пятницу. И да, это гораздо лучше, чем смотреть сериалы до упора. Ванна плюс прохладная комната. И вот вы уже не жертва бессонницы, а довольный клиент собственного спа-сна. Третье. Гаджеты вон. Сон против Netflix. Давайте честно. Сколько раз вы ловили себя на том, что собирались лечь в 23:00, а YouTube вцепился в вас до часа ночи? Виноват во всем синий свет экранов. Он тормозит выработку мелатонина, гормона сна. Просто мозг думает, что на улице день, а вы залипаете в мемы с котами. В Японии, при том, что у каждого третьеклассника уже смартфон в кармане, вечером дисциплина. Никаких экранов за час до сна. Только спокойный контент. Музыка, книги, подкасты. И это работает. Засыпают быстрее, просыпаются бодрее, мир не рушится. Так что маленький челлендж. Час перед сном — детокс без гаджетов. Ваш мозг почувствует себя в отпуске, а сон, наконец, перестанет быть похожим на тяжелую работу. Четвертое. Сон на доске. Зачем японцы выбирают жестко? Мы выросли с рекламой «спите как на облаке». Звучит мило. Только беда в том, что облака — штука мягкая и абсолютно неподходящая для позвоночника. В Японии спят на тонких матах, футонах. Мягкости — ноль, пользы — масса. Спина в идеальном положении, точки давления не страдают. Микропробуждения исчезают. В итоге сон не длиннее, но глубже. Конечно, после многолетнего романа с пуховым матрасом идея лечь на татами звучит дико. Но попробуйте хотя бы пожестче матрас или топпер. Итог. Утром вы встаете не разваленной из IKEA кровати, а человеком, которому позвоночник не пишет жалобную книгу. Пятое. Подушка — невидимый враг сна. Оказывается, виновником утреннего «ой, что-то шея болит» чаще всего является ваша пушистая красавица-подушка. Мягкая, уютная и абсолютно бесполезная для шеи. В Японии используют подушки, набитые гречневой лузгой. Звучит аскетично, зато шея в восторге. Такие подушки подстраиваются под изгиб шеи, а не под вес головы. Исследования показывают до 50% снижения боли в шее у тех, кто перешел на такие варианты. Так что, может, пора перестать спать на зефирке и дать шее нормальное рабочее место?
Представьте, утром вы встаете без ощущения, что на вас всю ночь обиделся собственный позвоночник. Ирония судьбы. Иногда лучший друг сна вовсе не матрас за 200 тысяч, а подушка с гречкой внутри. Шестое. Когда усталость — не позор, а медаль. В мире западного ты должен быть продуктивным 24/7. Признаться в усталости — стыдно. Сон для слабаков. Ты что, проспал жизнь? Эти лозунги мы слышим ежедневно. В Японии все наоборот. Там усталость, как орден за трудовую доблесть. Заснул в офисе. Молодец, значит, вкалывал. Называется это инемуре. Центр города полон спящих в метро бизнесменов, и никто не косится. Зато уровень стресса ниже, а качество сна выше. Потому что, когда не воюешь с собственным телом, оно, как ни странно, лучше работает. Так что, может быть, стоит снять маску железного человека и признать, усталости стыдиться не нужно. Это не провал, это сигнал. Пора лечь в постель, а не бороться с ней кружкой кофе. И отсюда седьмое. Мини-сон как суперсила. Не выспался ночью? Мы привыкли паниковать. Все пропало, день потерян. Японцы же философски кивают и достают свой секретный прием. Мини-сон на 20 минут. Да, именно 20. Этого достаточно, чтобы восстановить память, фокус и настроение, и при этом не провалиться в глубокий сон. Результат — просыпаешься обновленным, а не в режиме «кто я и почему у меня зум-конференция?». Это не про то, чтобы спать больше. Это про то, чтобы спать умнее. И если у вас на работе косо посмотрят за короткий сон, смело отвечайте: «Я не ленюсь, я оптимизирую производительность». В конце концов, вы же не виноваты, что ваш начальник не читал исследования по японской гигиене сна. Вывод. Секрет японской культуры сна в простом. Качество важнее количества. Им не нужна идеальная подушка-облако за 1 000 000 йен или 10 часов сна. Достаточно холодной комнаты, горячей ванны, подушки с поддержкой шеи и культуры, где усталость не ставят на позорный пьедестал. Эти маленькие трюки можно перенести в свою жизнь прямо сегодня. И знаете что? Можно перестать чувствовать себя зомби даже после 6 и 7 часов сна. Уже сегодня попробуйте. Охладить спальню, принять теплую ванну, убрать экраны перед сном, заменить подушку или матрас. Эти мелочи — это настоящие лайфхаки. Ирония здесь в том, что секрет энергии был не в магических пилюлях и не в новом айфоне, а в том, как и где вы спите. Итак, теория закончилась, твой выход. Какой трюк из японского сна ты проверишь уже сегодня вечером? Кидай свой план в комментарии. Только честно. А если контент оказался полезным, скинь ссылку тому, кто ходит весь день с видом «я проснулся только телом». Поверь, они скажут тебе спасибо, когда наконец выспятся. И подпишись, чтобы увидеть следующие хаки для продуктивности.